Когда пес внезапно бежал в оживленную больницу, персонал был в ужасе и пытался его прогнать, но одна из медсестер подошла достаточно близко, чтобы увидеть, что он держит во рту, и находка привела ее к слезам. Около 6 утра Джек, пес, начал свою утреннюю пробежку за завтраком. Он предпочитал начинать пораньше, потому что люди еще не выходили на улицу, и это означало, что он мог достать себе еду, не опасаясь помех. Как обычно, он неторопливо протрусил к мусорным бакам за рядом ресторанов на главной улице Брансуэка в США. Он не испытывал неприязни к людям, но и особого доверия к ним не питал. За 9 лет жизни на улице он видел жестокость и безразличие, на что они были способны, и часто сам становился мишенью их бездумного поведения. Но было кое-что, за что он навсегда останется им благодарен. Это их привычка выбрасывать объедки в конце каждого дня. Именно среди этих контейнеров его чутье внезапно стало настороже. За одним из них, прислоненным к кирпичной стене, лежало старое одеяло. Внутри что-то было завернуто, и это шевелилось. Джек осторожно приблизился. Пахло человеком, что ему не нравилось, но когда он прижал нос к свертку, чтобы получить больше информации, то понял, что этот запах отличался от всех человеческих ароматов, с которыми он когда-либо сталкивался. Инстинкт подсказал ему, что это было что-то крошечное, хрупкое и беззащитное, и даже если это человек, оно умрет, если он ничего не предпримет. После того, как несколько минут пристально смотрел на одеяло, Джек ткнул в него носом и перевернул сверток, чтобы аккуратно взять его в пасть. Затем он поднял его. Теперь он, бродячий пес, был на миссии. Что бы ни находилось внутри одеяла, оно немного пошевелилось, а затем обмякло у него в пасти. В его собачьем мозгу настало время принять следующее решение, что делать дальше. Ему нужна была помощь, но было слишком рано для открытия ресторанов. Это означало, что поблизости еще не было людей, и как бы он ни хотел оставаться равнодушным, он понимал, что ему нужна человеческая помощь. Крохотная форма в одеяле снова зашевелилась, и Джек осознал срочность своей миссии. В нескольких кварталах отсюда было странное здание, где он иногда выискивал себе еду, и он знал по опыту, что там всегда были люди, приходящие и уходящие в время суток. Через 5 минут, когда он повернул за последний угол, то увидел, что был прав. Там было много людей. Некоторые слонялись по парковке, а другие спешили через автоматические двери. Слева приближался большой фургон. Из него доносился пронзительный вой сирены, а красные огни мигали. Джек сразу направился к автоматическим дверям. В больнице Брансвейка как раз менялись смены. Пациента из скорой помощи ввозили в один из реанимационных залов, а медсестра за стойкой регистрации вызывала дежурного врача по громкой связи. Именно тогда она заметила собаку. Это сразу же ее разозлило. Конечно, был вопрос гигиены, но собака в реанимации неизбежно вызовет переполох, а это была не та обстановка, где отвлечение внимания приветствовалось не на ее вахте. Поэтому она вышла из застойки и сразу принялась прогонять собаку. Джек видел, что женщина пытается его прогнать. Она даже не взглянула на сверток в его пасти. Его инстинкт подсказывал бросить одеяло с содержимым на пол и уйти, но по какой-то причине он решил найти другого человека. Он ловко уклонился от разозленной женщины и побежал на небольшую кухню. Там 3 дамы пили кофе. Сначала они его не заметили, но когда заметили, 2 сразу принялись прогонять его, как и дама за стойкой регистрации. Сверток в его пасти снова зашевелился, и Джек с надеждой посмотрел на 3-ю женщину. Она с любопытством смотрела на него. Затем она встала со стула и подошла к нему, тихо и ровно говоря. Джеку она сразу понравилась. Она была не как остальные, поэтому он позволил ей подойти ближе. Когда он был уверен, что привлек все ее внимание, он осторожно положил сверток на пол и отступил на шаг назад. Анджелина Поттер работала в больнице Брансуэка почти 10 лет,
И это был первый такой случай, когда она сталкивалась с подобным. Она разбиралась в собаках и в том, как они общаются с людьми. Поведение этой собаки было напрямую связано со свертком в ее пасти, и когда она положила его на пол и отступила на шаг, почти не отходя, то поняла, что это важно. По состоянию шерсти собаки она видела, что это бродячая собака. Анжелина не хотела пугать животное, но также понимала, что должна как можно быстрее подобрать маленький сверток с пола. Она сделала еще 2 шага вперед, продолжая тихо и ровно разговаривать с собакой. Та отступила еще на шаг. У нее было ощущение, что это для того, чтобы дать ей доступ к свернутому одеялу, ведь собака не успокоится, пока она не заглянет внутрь. Когда она опустилась на колени и осторожно развернула сверток, на глаза навернулись слезы. Это было последнее, чего она могла ожидать, но она поняла, что это еще до того, как сняла последний слой одеяла. Это был крошечный младенец, которому было от силы несколько дней от роду. Он едва дышал, а кожа посинела от холода. Анжелина немедленно приступила к действиям. Она крикнула медсестре за стойкой вызвать врача и добавила, что здесь ребенок в тяжелом состоянии, в опасности для жизни. Она потерла руки, чтобы согреть их, и принялась стучать по груди и ступням младенца, чтобы получить от него реакцию. Реакции не последовало. Однако у младенца был пульс, и это давало надежду. Когда подошел врач, она отошла в сторону. Он проверил пульс и прислушался к дыханию младенца, а затем увез его на каталке. Анжелина медленно выдохнула и снова обратила внимание на собаку. Она похвалила ее за действие и протянула руку в надежде, что та позволит себя потрогать. Для Джека это было необычно. Эта женщина пыталась его потрогать. Обычно он никогда бы этого не позволил, но ему она понравилась. Он чувствовал, что у нее доброе сердце. Однако он и понятия не имел, что произойдет дальше, изменит всю его жизнь. Когда Анжелина еще ближе протянула руку, собака расслабилась. Она осторожно положила ладонь ему на голову, а затем принялась чесать за ушами. Она хотела отблагодарить эту удивительную собаку за спасение новорожденного, но понимала, что для этого сначала должна завоевать ее доверие. Джек уже решил, что эта женщина станет его подругой. Она подчесывала его именно там, где ему нравилось, а когда повернулась, чтобы снять куртку с вешалки, он последовал по пятам. Анжелина улыбнулась, когда собака села и наблюдала, как она надевает куртку. Затем, еще раз подчесав за ушами, она повернулась и направилась к двери. «Идешь со мной?» – спросила она через плечо, похлопывая по боку ноги. Джек понял и последовал за ней за дверь. 3 месяца спустя многое изменилось для бродячей собаки, младенца, которого она спасла, и самой медсестры. Во-первых, Анжелина забрала Джека домой, и теперь он постоянно жил с ней. Это был его первый настоящий дом, и он прекрасно приспособился. Но хорошие новости на этом не закончились. Джек едва мог поверить своим глазам, когда однажды вечером его новая хозяйка вернулась с работы с маленьким свертком на руках. Он сразу узнал этот запах и запрыгал от восторга. Младенец на ее руках был тем самым, которого он нашел завернутым в старое одеяло в переулке за итальянским рестораном. Анжелина села с ребенком на руках, а собака у ее ног. 3 месяца назад ее жизнь была одинокой, а теперь, благодаря смелым и мудрым действиям этой замечательной бродячей собаки, у нее была семья, которую она будет любить вечно. Какой счастливый финал! Вы бы подошли к собаке, как Анжелина, или попытались прогнать ее из больничного коридора? Расскажите нам в комментариях.